Друзья, у нас сегодня очень ответственный день, потому что мы идем подаваться на Боровок. Это на Боровок? На Боровок. На Боровок, точно. Очень ответственный праздник. Нет, так слушайте, ты же вчера подался, Игорь мой вчера подался, у него все нормально, документы приняли, и все прекрасно, ему-то виза ранить не надо, ему в Албанию по серпантину кружить не надо, а мне с детьми собирай чемоданчик и вперед пошла. Да, если не подашься, то поедешь. Да, 30 дней вот уже у нас заканчивается пребывание в данной стране. Поэтому у нас действительно очень ответственный день, потому что Игорь взял подтверду, что он подался. И мы с этой подтвердой сейчас хотим подать всю нашу семью. Что, документ какой компания хороший выдала моему мужу? Вообще, я считаю, что это лучший документ, который компания может дать мужчине. То, что он обязуется содержать, честно, такой документ, меня, отдельный документ, Стефанию, Доминика, все прописано черным по белому. Директор Черногорского директор сказал, что все вуза, говорю, директор Черногорского офиса поставил печать, расписал свою подпись, что он обязуется нас содержать. Не директор, а я. Директор сказал, что я точно буду. Директор подтверждил, что ты обязан нас содержать. Ну, вообще, замечательная компания. А это не компания, это требование страны. Ой, замечательная страна. Да, требования закона, это нигде я такого не видел, чтобы компания говорила, все, вот этот человек, вот этих людей будет обязан. Да, все. И, собственно, согласно этому документу нам и дают ВНЖ, так бы нам никто его не дал. А так, будь добр, содержи, и мы здесь можем жить. Да, вот все по закону сразу же. Ну, сейчас, как вы уже поняли, переживаю, чтобы у нас документы приняли, потому что имеют полное право их не принять, а ждать момент, когда Боровок дадут Игорю. И только уже потом на основании его мы подаемся. А это как минимум еще ожидать недели 3. До середины июля, да. Да, недели 3, да. И в лучшем случае 2-3. Так что... Ну, может, еще какой бумажки не хватит. И в Албанию мы поедем тогда все-таки, да, в Тиран. Сгонять. А в Тиране очень хорошие торговые центры, но до нее очень далеко ехать. Поэтому поедем на границу. На границу переступим и обратно. Но лучше податься, лучше, чтобы нас приняли документы. Ладно, все, сейчас расскажешь уже. Хорошо. Девчонки, так, вы знаете, как я сама себя только что подставила? Это вам не передать. Главное, мы пришли, я говорю, нет, телефон даже доставать не буду, ничего не снимать, пока не подадимся, потому что там нельзя снимать, думаю, все, еще документы не возьму. Я такая, все, соблюдаю. Счастливая нет предела, документы у меня принимают, все хорошо. И тут я делаю вообще фатальную ошибку, такая красотка, пришли два русских мужчины, и они хотят забрать документы. А у нас-то лишние номерки есть. Я такая, Игорь, да, я им дам номерки, чтобы они забрали сегодня документы, у нас там номер поближе. Слушайте, женщина, которая принимает, это видит, и такая, все, пошли. Представляете? В общем, так расстроилась, сама себя подставила на ровном месте, хотела людям помочь, в итоге сама себя затопила. У нас есть еще номер 55, она такая, все, идите, шикайте. Я там, конечно, извинялась, извините, ей до одного места мои все извинения. И она такая, идите, ждите, будет ваш номер, подойдете. Может, сегодня успеете, может, не успеете. Я все видела, идите. Все, в общем, я сама себе устроила лишние проблемы. Но плюс меня уже, конечно, приняли, детей тоже примут, никуда уже они не денутся. Расстроилась, честно говорю. Я себя так сдерживаю, расстроилась сильно. Игорь тоже, я уже вижу, злой на меня, да, что я так... Мелочи жизни. Да, что я так... Да. Ну что, семья, кричим ура, ура? Аллилуйя. Да, мы подались. Наконец-то. Могли бы все сделать за один раз вчера, но пришлось... Идти сегодня опять с приключением. Да, если сегодня 3 раза в очереди стоять. Ладно, да, 2 раза. Расскажи, как быстро все разрешилось. Папа пришел и все порешал, потому что папа знал, что с утра могут быть казусы, поэтому взял больше талончиков, потом нашел еще талончики другие, которые раньше, так сказать, чем были. В результате мы, все хорошо. В результате всеобщего обмена
Да. Так Кстати. получилось, что все хорошо. Да, подошли мы буквально через минут 30-40. Подошла очередь по Да, номеру. инспектор отпустила уже. Да, Слава она Богу, уже она отошла. отходчивая была. Она уже была в Она нормальном уже увидела меня и настроении. говорит, наказанный. Да. Так на этого наказанного. Да. Бумажку. Подправлял уже просто фотографироваться, ну, этому коллеге своему, потому что мы второго. Да, по номерку вызвали в другое окошко, но она уже была снисходительна и просто рассказала, это из наказанных. Да. Но документы на Доминика уже были все оформлены, поэтому она нам отдала, и мы сразу пошли с ним фотографироваться. И все. Если вам интересно, как проходит процесс получения ВНЖ, вы напишите в комментариях, мы или видео отдельно снимем, или ответим на вопросы. Если Да. будет много вопросов, то расскажем более подробно. Не знаю, Я если хочу вам сказать, надо, конечно же. что мы прошли этот квест достаточно быстро. Перед тем, как мы сюда ехали, мы много читали отзывов коллег Игоря, которые уже здесь, и все длилось гораздо дольше. У нас это прошло гораздо менее болезненно и Для все нас. гораздо быстрее. Ну, конечно, когда знаешь что-то, то делаешь, естественно, быстрее. А когда там понятия не имеешь куда чего, то у тебя может гораздо больше времени потратиться. Ну, Поэтому мы собственно, там были подготовлены первопроходцы, конечно, они за одной бумажкой несколько раз. Но у нас есть другие сложности, которых у них, например, Да. не было Котов вообще. нету двух. Да не про коты, я совсем про другое. В общем, у нас сегодня маленький праздник. Детям куплены игрушки. Папа, что тебе будет куплено? Я так и не поняла. Что я что? Мне арбуз дома куплен, детям игрушки. А тебе что? Мне бы сэкономить денег вообще до конца месяца дожить. А то уже что все. Папа, ну ты вот прям вот испортил весь сыр. Действительно, да. Папа испортил весь момент, как всегда, про свои деньги поговорил, да? Иду сегодня показать вам рынок. У нас уже стало намного жарче. Вышла из дома и, конечно, совсем здесь температура существенно выше, чем была несколько дней назад. Так что вот, наконец-то, чувствуется вот эта жара. Игорю моему очень нравится, а мне не совсем, конечно, кажется, совсем жарко. Надо убегать домой. Но я хочу вам показать рынок, который вот в центре ближе находится, к автобусной автостанции. Практически рядом они расположены. Так что сейчас подойду и покажу, что там. Вот, собственно, вход на этот рыночек. Сейчас мы посмотрим, что здесь продается. Порядок цен. На что это похоже. С каким рыночком можно сравнить. Так. Ну, сразу у нас здесь бытовые коврики. Клееночка на стол. Тряпочки. Прищепки. Веревочка. Такие сидушечки, коврики. Мне тоже надо купить. Так. Это, наверное, местное что-то привезли. Сейчас спросим, сколько у них кабачки, картошка. Это, я так понимаю, домашнее все будет. Ой, какие огурцы здоровые. Смотрите, красивые. Добрый день. Тикайте 1 euro kilogram. Угу. Domaća je to roba i Так, да, понимаю, что домашнее. Da. Капуста сколько? 1,5 kilogram. Еще раз. 1 kilogram 1,5 euro. Угу. Krastavci s isto 1,5. Так, тут капусту salata. можно. Da, luk. Zdrave salate. Tak, to je da. divlje, to samo raste u baštu, ali jako zdravo. Imate bliku ovdje, ima cveklo, ima luk, bijeli luk, jaja domaća. Они чеснок называют белый лук. Да. Давайте мне качанчик капусты, вот этот. Скажу вам честно, ничего я особо не поняла, сколько там по ценам. Но 1 евро я заплатила за этот качан капусты. Сейчас посмотрим, какой здесь порядок цен. Красивые помидоры, потому что купил Игорь в лавке помидоры, они совсем другого качества. Сейчас спрошу, сколько эти. Вот когда мы на рынке покупали, были гораздо вкуснее. Так, здесь клубника. Ягода? 6 euro kilogram. 6 евро килограмм, так. А трешня? 4,50. 4,50. Но вот клубника уже очень дорогая почему-то. А черешня 4,50 нормально. Можно мне купить будет ее. Сейчас посмотрим, сколько еще
Ну, нектарины у нас есть, персики купил Игорь, но они совсем какие-то неудачные, честно сказать. Надо мне все-таки черешню и арбузы. А сколько? А лубеница? 70. Угу. 70. Ну, в магазине дешевле будет, да. А сколько ежевика? 2 евро. 2? Угу. Чао. Ну, видите, здесь совсем малюсенький рынок. Можно еще вещи купить, какие-то продаются. Ну, и бытовые мелочи разные. Собственно, понятно, несколько будет ларьков, где продаются бытовые вещи, и несколько ларьков, где продаются фрукты, овощи. Вот мне надо... Сидушка, интересно, есть она здесь где-нибудь? Знаете, человек не знает языка и, собственно, не хочет даже и показывать, рассказывать. Я, кстати, этому удивлена. Что так вот, скажем, на рынке проигнорировали, да? Я там пыталась объяснить, как это сидушка на унитаз для ребенка. А она сидит дальше в телефон, занята своими делами. Ну что, в чужой стране, будьте добры, называется, учите язык, потому что никто к вам навстречу тут бежать не будет. О, вот я нашла. Знаете, лучше все самому находить. Кольки стоит? Кольки? Ovo 5 евро. 5 евро. Так, это, правильно я понимаю, на унитаз? Чтобы я не ошиблась. На унитаз? Да. Да, детям. За детство. Вот так, дайте мне, пожалуйста. Все нашла и куплю 5 евро. Так, может здесь какие-то мелочи еще можно посмотреть для дома. Мне вон дощечка деревянная надо, потому что я на такой не могу, когда это пластмассовая, мне совсем не нравится. Но тут никого нету, не хочется самой заходить, может нельзя, так кто его знает, тут нету продавца. Поэтому просто походим. Или же это этого мужчины. А кто его знает? Вы знаете, хожу тут кругами и не понять, куда можно подойти, куда нельзя. Но сейчас еще пойдем. Вот если надо ремонт сделать, ателье швейное, то сюда, собственно, можно подойти, кому надо что-то. Я знаю, что в чате даже спрашивали девчонки, где тут платье можно укоротить, подшить. Вот все здесь находится, можно. Ну, я вернусь, сейчас какие-то овощи, фрукты куплю. Вот у девушки куплю черешню, красивая, 4,50 она стоит, но красивая. Надо еще, вот абрикосы. 3. 3 здесь стоит. Но не совсем то, что мне хотелось бы по красоте. Уже же избалованная, более красиво. Ну, скажу вам так, я сюда, собственно, больше, наверное, ходить не буду, потому что мне там покупать? Овощи, фрукты можно купить и рядом с домом, небольшой тут уже их выбор. Цены абсолютно не ниже, аналогичные, точно такие же. По красоте тоже важная характеристика. В магазине нашла даже красивее те же абрикосы. Так что только если какая-то бытовая мелочь надо. И вот ателье швейное. Если что-то отремонтировать, то, собственно, можно туда подойти и там это сделать. А так все в другом месте есть, не обязательно туда идти. В спортзале сейчас. Поэтому покажу вам, какие виды. Снова красота здесь заниматься, конечно, и смотришь. Запыханная, только что сделала подход. Поэтому... А тут я вот такая. Спортивная. Ну, вы же знаете, я уже не раз говорила, что спорт — это неотъемлемая часть моей жизни. Такая прямо спортивная.